Можете ли вы представить, что живете на острове, под которым прямо сейчас просыпается вулкан? В январе 1973 года жители исландского острова Хеймэй проснулись от грохота в 3 часа ночи. Из земли в 500 метрах от домов вырвалась стена огня длиной 2 километра. За следующие несколько месяцев горстка рыбаков и ученых остановила лавовый поток голыми руками, спасла целый город и переписала все учебники по вулканологии. Вот как это было? Хеймэй – самый населенный остров исландского архипелага Вестман-Эйяр. На нем жили 4200 человек. Стоял крупнейший рыболовный порт страны, который давал 1/5 часть всего исландского экспорта рыбы. Остров был сытым, обжитым, с церковью, больницей и школами. И он стоял прямо на вулканическом поле, последнее извержение на котором случилось 6000 лет назад. Геологи считали район спящим. 23 января 1973 года в половине второго ночи земля на восточной окраине острова треснула. Ни в одной точке разлом протянулся на 2 километра прямо через жилые кварталы. Из трещины одновременно ударили сотни фонтанов расплавленной породы. Температура лавы составляла 1100 градусов. Столб огня поднялся на 150 метров. Местные жители позднее говорили, что в первые секунды решили, что началась война. Накануне ночью в порту стояло 80 рыболовных судов. Почти весь флот острова. Это совпадение оказалось решающим. Шторм накануне вынудил рыбаков вернуться домой раньше срока, и суда не ушли в море. Именно эти корабли через несколько часов вывезут с острова почти все население. Эвакуация началась немедленно. Полиция и добровольцы за первые 2 часа обошли все дома и подняли людей с постелей. Никто не знал, как быстро пойдет лава и куда она повернет. Паники почти не было. Исландцы привыкли к суровым условиям, и команды выполнялись четко. Люди брали документы, теплую одежду, самое ценное. Некоторые успевали забрать домашних животных. К рассвету корабли вышли в море с тысячами людей на борту. К утру на острове осталось около 300 добровольцев, пожарные, ученые, строители и рыбаки, которые решили бороться. Они смотрели, как лавовый поток шириной в несколько сотен метров медленно ползет в сторону порта. Скорость потока составляла несколько метров в час. Достаточно медленно, чтобы от него убежать, но достаточно быстро, чтобы за несколько недель уничтожить все. Лава поглощала дома целиком. Деревянные постройки вспыхивали и сгорали за минуты. Каменные и бетонные здания трескались под весом породы и медленно погружались в нее, как корабли уходят под воду. Улицы засыпало пеплом на глубину до 3 метров. Те, кто остался, ходили по острову в противогазах. Вулкан выбрасывал токсичные газы, и несколько человек в первые дни потеряли сознание прямо на улице. Самой большой угрозой оставался порт. Если лава дойдет до гавани и перекроет вход, остров потеряет единственную связь с материком и главный источник дохода. Поток двигался точно в том направлении. У оставшихся добровольцев было несколько недель, чтобы придумать, как остановить миллионы тонн раскаленной породы. За 5 часов с момента первого разлома с острова вывезли 3000 человек. Это была одна из самых быстрых эвакуаций в истории Европы. Без паники, без давки, без единой жертвы среди гражданского населения. Рыболовные суда шли в Исландию рейс за рейсом, набитые людьми, детьми, животными, узлами с вещами. Координировал эвакуацию местный шеф полиции Гудмундур Гудмундсон. Он принял решение о полном выселении острова в первые 20 минут после начала извержения, не дожидаясь приказа из Рейкьявика. Позднее он говорил, что просто не видел другого варианта. Разлом шел прямо через жилые кварталы, и никто не знал, куда он пойдет дальше. Исландское правительство подключилось через несколько часов. Военно-морской флот выслал дополнительные суда, авиация начала переброску грузов. Материковая Исландия приняла эвакуированных без предварительной подготовки. Люди размещались у родственников, в школах, в гостиницах. Правительство в течение суток объявило о компенсациях и гарантиях для всех жителей Хеймэй. Самым сложным оказался вопрос скота и домашних животных. Фермеры отказывались уходить без своих овец и лошадей. Несколько семей задержались на острове на лишние часы, пытаясь загнать животных на суда. В итоге большую часть скота все же эвакуировали, но исландцы не бросили животных. На острове к утру 24 января остались только добровольцы. Среди них были пожарные, которые с первых часов заливали водой крыши домов, чтобы горящий пепел не поджигал здания. Работа была непрерывной. Вулкан выбрасывал раскаленные куски породы на несколько сотен метров вокруг, и без постоянного охлаждения деревянные постройки вспыхивали одна за другой. Пепел падал настолько густо, что уже через несколько часов после начала извержения улицы были засыпаны на полметра. К концу первой недели слой пепла в некоторых кварталах достиг 1,5 метров. Крыши домов начали проваливаться под его весом. Добровольцы организовали бригады, которые непрерывно расчищали кровли лопатами, иначе целые кварталы могли рухнуть за одну ночь. Вулкан получил имя Эльдфетль. В
переводе с исландского «огненная гора». До извержения на этом месте был пологий холм высотой около 30 метров. За первые 2 недели извержения конус нового вулкана, кокостового вулкана, вырос до 180 метров. Гора буквально росла на глазах у людей, которые оставались на острове. Лавовый поток тем временем продолжал движение к порту. К концу января он уже поглотил несколько десятков домов на восточной окраине и продолжал расширяться. Ученые из Рейкьявика, прилетевшие на остров в первые дни, сделали расчеты и пришли к неутешительному выводу. Если не вмешаться, порт будет полностью блокирован через 4-6 недель. После этого Хеймэй превратится в необитаемый остров навсегда. Идею остановить лаву водой впервые предложил исландский геолог Торбьорн Сигургейрсон еще в 50-х годах, после другого извержения в Исландии. Тогда его подняли на смех. Коллеги объясняли, что количество воды, необходимое для охлаждения лавового потока, физически невозможно подать с достаточной скоростью. Теперь, 20 лет спустя, его идею решили проверить на практике, потому что других вариантов просто не было. Первый эксперимент начался 1 февраля 1973-го. Пожарные протянули шланги к краю лавового потока и начали подавать морскую воду прямо на раскаленную породу. Результат оказался неожиданным даже для самих участников эксперимента. Там, где вода попадала на лаву, поверхность потока затвердевала в течение нескольких минут. Корка из застывшей породы становилась естественным барьером, который замедлял движение раскаленной массы под ней. Проблема была в масштабе. Один шланг охлаждал несколько квадратных метров поверхности, а фронт потока имел ширину в несколько сотен метров. Чтобы остановить лаву, требовалась принципиально иная система подачи воды. Инженер Вальдемар Йонсон, один из немногих специалистов, оставшихся на острове, предложил решение. Вместо того, чтобы поливать поверхность лавы сверху, нужно было прокачивать воду через трубы, проложенные прямо у основания потока. Холодная вода будет охлаждать породу изнутри, превращая жидкую лаву в твердую скальную стену, которая сама остановит дальнейшее движение массы. Для реализации этого плана с материка срочно доставили насосное оборудование. Исландское правительство выделило средства без промедления. Порт Хеймэй был слишком важен для экономики страны, чтобы его терять. С континентальной части Исландии и США прислали мощные насосы, способные перекачивать тысячи литров воды в минуту. К середине февраля на острове работала система из нескольких насосных станций. Трубы тянулись прямо по поверхности застывшей лавы к краю активного потока. Рабочие прокладывали новые участки трубопровода каждый день, продвигаясь все ближе к жерлу вулкана. Температура воздуха на острове в феврале опускалась до -10, с моря дул пронизывающий ветер, и люди работали в противогазах и защитных костюмах, которые почти не грели. Опасность подстерегала на каждом шагу. Поверхность застывшей лавы выглядела твердой, но под тонкой коркой часто текла раскаленная порода. Несколько рабочих провалились сквозь такую корку по колено. Их успели вытащить, но ожоги были серьезными. Ядовитые газы, в основном углекислый газ и сернистые соединения, скапливались в низинах и подвалах домов. 2 рабочих потеряли сознание от отравления газом в первой неделе операции. К концу февраля результаты стали видны невооруженным глазом. Восточный край лавового потока, который еще 3 недели назад двигался к порту со скоростью нескольких метров в час, замедлился. Фронт лавы начал менять форму, вместо широкого наступающего языка он стал уплотняться и подниматься вверх, упираясь в собственную застывшую корку. Ученые измерили температуру породы на разных глубинах и подтвердили, охлаждение работает. Но вулкан не собирался сдаваться. В начале марта активность Эльдфетля резко возросла. Из кратера начали вырываться более мощные выбросы, лава пошла быстрее, и несколько участков трубопровода пришлось срочно переносить. Борьба только начиналась. К марту 1973-го на острове работало уже 19 мощных насосов. Суммарная подача воды достигла 1 кубометра в секунду, 60 тысяч литров в минуту. Трубопровод протянулся на несколько километров от береговых насосных станций прямо к фронту лавового потока. Это была крупнейшая операция по охлаждению лавы в истории человечества, и никто в мире не знал точно, сработает ли она. Логистика операции была сопоставима с небольшой военной кампанией. Каждый день на остров доставляли новые секции труб, запасные части для насосов, топливо для генераторов. Суда из Рейкьявика приходили регулярно, разгружались прямо в порту, который все еще работал, хотя лава подступала к нему с каждой неделей все ближе. Бригады рабочих сменяли друг друга каждые 8 часов, потому что работать в противогазе рядом с раскаленной породой дольше было физически невозможно. Самым критическим участком оставался северо-восточный язык потока, который двигался точно в сторону входа в гавань. Если этот язык дойдет до воды и застынет, он перекроет фарватер, и суда больше не смогут заходить в порт.
Именно на этом участке сосредоточили максимальное количество труб и насосов. Рабочие прокладывали трубы по поверхности уже застывшей лавы, продвигаясь к самому краю активного потока. Расстояние от конца трубопровода до раскаленной массы иногда составляло меньше 10 метров. Люди слышали, как лава потрескивает и булькает под коркой, чувствовали жар через подошвы ботинок. Несколько раз поверхность под ногами начинала проседать, и бригады отступали, теряя только что проложенный участок трубы. В середине марта произошел критический момент. Один из главных насосов вышел из строя из-за перегрева. Замена сгоревшей детали заняла почти сутки. За это время северо-восточный язык потока продвинулся вперед на 30 метров. Когда насос снова запустили и подачу воды восстановили, расстояние от края лавы до входа в гавань составляло меньше 150 метров. Именно тогда руководитель операции принял решение увеличить давление подачи воды вдвое. Это был риск. Трубы могли не выдержать, и вся система вышла бы из строя одновременно. Но альтернативой была потеря порта. Трубы выдержали. Эффект от увеличенной подачи воды проявился через трое суток. Температура породы на глубине 2 метров в критическом участке упала с 800 градусов до 400. Через неделю до 200. Лава на поверхности перестала светиться красным и начала чернеть. Движение северо-восточного языка замедлилось до нескольких сантиметров в сутки, а потом остановилось полностью. Всего за время операции на лаву было вылито 6 миллионов кубометров морской воды. Для сравнения, то это объем примерно 2400 олимпийских бассейнов. Застывшая порода образовала естественную дамбу высотой до 15 метров, которая отклонила основной поток в сторону от гавани. Порт был спасен, но вулкан продолжал извергаться. И пока насосы качали воду, на материке 4000 жителей острова ждали ответа на вопрос, смогут ли они вернуться домой. Пока добровольцы сражались с лавой, 4000 эвакуированных жителей острова оказались в подвешенном состоянии на материке. Правительство Исландии выплачивало компенсации, предоставляло жилье, помогало с трудоустройством, но никто не мог дать ответ на главный вопрос, вернут ли им их остров. Среди эвакуированных начались серьезные разногласия. Часть жителей, особенно молодые семьи с детьми, считала, что возвращаться бессмысленно. Они обустраивались на материке, искали постоянную работу, записывали детей в школы. Другие потом, в основном рыбаки и люди старшего поколения, категорически отказывались принимать материковую жизнь как постоянную. Они следили за новостями с острова по радио и ждали. Исландские газеты публиковали ежедневные сводки об операции по охлаждению лавы. Карты с обозначением положения лавового потока печатались на первых полосах. Каждый метр отступления или продвижения лавы становился новостью. Вся страна следила за тем, что происходит на маленьком острове в Атлантическом океане. Тем временем лава продолжала уничтожать город. К марту 73-го под потоком и пеплом оказались 400 домов. Примерно треть всего жилого фонда острова. Некоторые здания не сгорели и не были раздавлены. Их просто засыпало пеплом до уровня крыши. Снаружи торчали только печные трубы и верхушки антенн. Добровольцы, остававшиеся на острове, параллельно с охлаждением лавы занимались спасением имущества. Бригады рабочих откапывали дома из-под пепла, выносили мебель, технику, личные вещи. Из некоторых домов успели вывести почти все содержимое до того, как лава подходила вплотную. Из других не успевали ничего. Один из самых необычных эпизодов операции произошел в феврале, когда рабочие обнаружили, что пласт пепла толщиной в 2 метра, покрывавший центральную часть города, настолько плотно утрамбовался, что по нему можно было ездить на тракторе. Это открытие изменило тактику расчистки. Вместо лопат начали использовать технику, и скорость работ выросла многократно. Параллельно ученые фиксировали неожиданный побочный эффект извержения. Лава, застывая у входа в гавань, фактически изменила форму бухты. Новый выступ породы создал дополнительную защиту порта от атлантических штормов с севера. Гидрографы сделали замеры и подтвердили, обновленная гавань стала более защищенной, чем была до извержения. Природа случайно улучшила то, что строили люди. К апрелю интенсивность извержения начала снижаться. Выбросы из кратера Эльтфетля становились реже, высота лавовых фонтанов уменьшилась. Геологи осторожно заговорили о том, что активная фаза может завершиться в течение нескольких недель. На материке эвакуированные жители впервые начали обсуждать конкретные сроки возвращения. Но между желанием вернуться и реальной возможностью это сделать лежала огромная работа. Город был завален пеплом, треть домов уничтожена, инфраструктура частично разрушена, водопровод, электросеть, дороги — все требовало восстановления. Вопрос стоял не просто, когда возвращаться, а есть ли куда возвращаться. С 3 апреля 1973 года интенсивность извержения упала настолько резко, что дежурная смена на насосных станциях поначалу решила, что сломались приборы. Выбросы из кратера прекратились почти полностью за несколько часов. Геологи взяли образцы породы, замерили температуру в нескольких точках и собрались на совещание. Вывод был осторожным, но обнадеживающим. Активная фаза извержения, судя по всему, завершилась.
Насосы не останавливали еще 2 недели. Руководство операции отлично понимало, что вулкан может возобновить активность в любой момент. Исландская геология не давала никаких гарантий. Трубопровод оставался на месте, бригады дежурили посменно, запасы топлива для генераторов поддерживались на максимальном уровне. Только убедившись, что температура породы в критических точках стабильно снижается, начали поэтапно отключать насосные станции. За 5 месяцев операции, с февраля по июнь, на лаву было вылито воды больше, чем за все время существования исландской пожарной службы. Износ оборудования оказался колоссальным. Из 19 насосов, работавших в пиковый период, к концу операции в исправном состоянии оставалось меньше половины. Трубы приходилось менять каждые несколько недель. Агрессивная среда из вулканических газов и кислотного конденсата разъедала металл с неожиданной скоростью. Параллельно с охлаждением лавы на острове не прекращалась расчистка. Пепел вывозили грузовиками к берегу и сбрасывали в море. Объем вывезенного пепла составил около 3 миллионов кубометров. Этого хватило бы, чтобы засыпать пеплом весь центр Рейкьявика слоем в полметра. Часть пепла использовали практически. Им отсыпали новые дороги и расширили взлетно-посадочную полосу местного аэропорта. Дома, которые устояли под весом пепла и не были уничтожены лавой, начали откапывать и осматривать. Картина была неоднородной. Одни здания выглядели почти нетронутыми, только слой серой пыли на всех поверхностях. Другие дали трещины от давления пепла на крышу, но оставались пригодными для ремонта. Третьи были засыпаны настолько, что их решили не откапывать вовсе. Дешевле было снести и построить заново. Отдельной проблемой стал углекислый газ. Вулканические газы скапливались в подвалах и нижних этажах засыпанных домов. Несколько рабочих, которые спускались в подвалы без газоанализаторов, теряли сознание в течение нескольких минут. После 2 таких случаев ввели обязательное правило. Любой спуск в закрытое помещение только с прибором и страховочной веревкой. Проветривание подвалов заняло несколько недель. К маю остров начал приобретать узнаваемые черты. Центральные улицы были расчищены, электростанция восстановлена, водопровод проверен и частично отремонтирован. Первые суда с материка привезли не только рабочих и оборудование, но и журналистов. Репортажи с острова облетели весь мир. Фотографии домов, торчащих из-под застывшей лавы рядом с работающими кранами и бульдозерами, публиковали газеты в десятках стран. 22 мая 1973 года власти объявили, что остров готов принять первых жителей. Не всех сразу. Только тех, чьи дома были проверены и признаны безопасными. Список оказался короче, чем многие надеялись. Из 1500 домов, стоявших на острове до извержения, к возвращению жильцов были готовы около 800. Остальные либо уничтожены, либо еще требуют работ. На материке 4000 человек получили это известие по радио. И каждый из них должен был принять решение, возвращаться или оставаться. Первый паром с возвращающимися жителями причалил к пирсу Хейма-Эй 23 мая 1973 года. На борту было около 200 человек. В основном рыбаки и их семьи. Те, кто с первых дней эвакуации говорил, что вернется при любых условиях. Когда судно входило в гавань, люди стояли на палубе молча. Остров, который они покинули 4 месяца назад ночью в панике, теперь выглядел как другая планета. Восточная часть города исчезла под черным полем застывшей лавы. Новый вулканический конус Эльтфетель высотой 180 метров возвышался над тем местом, где раньше были жилые кварталы. Часть улиц в западной части города была расчищена и выглядела почти нормально. Только серый налет на всех поверхностях и запах серы в воздухе выдавали, что здесь произошло. Первые вернувшиеся обнаружили, что их дома находятся в самых разных состояниях. Одна женщина вошла в свой дом и нашла все на своих местах. Посуда в шкафах, фотографии на стенах, даже цветок на подоконнике, правда, давно засохший. Только толстый слой серой пыли на каждой поверхности напоминал о том, что здесь 4 месяца никто не жил. Ее соседи через 2 дома не нашли от своего дома ничего. На его месте стояла стена застывшей лавы высотой в 3 метра. Рыболовный флот вернулся в порт практически в полном составе. Суда, которые вывезли людей в январе, теперь возвращали их обратно. Капитаны проверили фарватер, вход в гавань был свободен. Более того, новая конфигурация берега, созданная застывшей лавой, действительно улучшила защиту бухты от северных штормов, как и предсказывали гидрографы в апреле. Рыболовецкие компании возобновили работу в течение нескольких недель после возвращения. К июлю на остров вернулись около 3000 человек. Примерно 1200 жителей приняли решение остаться на материке навсегда. Кто-то нашел хорошую работу в Рейкьявике, кто-то не захотел возвращаться в город, треть которого лежала под лавой. Молодые семьи с маленькими детьми чаще выбирали материк. Слишком свежим было воспоминание о январской ночи. Восстановление шло быстро по меркам подобных катастроф. Исландское государство выделило значительные средства на строительство новых домов для тех, кто потерял жилье. На месте уничтоженных кварталов начали разбивать новые улицы прямо поверх пепла. Он оказался неплохим строительным основанием после уплотнения. К концу 1973 года на острове работали школа, больница, магазины и рыбоперерабатывающий завод.
Застывшая лава стала частью нового облика острова. Никто не пытался ее убрать, так как это было физически невозможно. Черное поле породы площадью в несколько квадратных километров просто включили в новую карту острова. Дороги проложили в обход, некоторые улицы обрезались прямо у края лавового поля. Дома, которые лава остановилась в нескольких метрах и не тронула, стояли с видом на черную стену застывшей породы прямо за забором. Сам вулкан Эльтфетель стал достопримечательностью. Уже в первое лето после извержения на остров начали приезжать туристы, подняться на новый конус и посмотреть на лавовое поле. Местные жители поначалу смотрели на это с раздражением, потом приняли как данность. Хеймаэй получил то, чего у него никогда не было. Действующий туристический объект прямо посреди жилых кварталов. Когда геологи подвели итоги и опубликовали полные данные об извержении, цифры оказались настолько впечатляющими, что их поначалу перепроверяли несколько раз. За 5 месяцев вулкан Эльтфетель выбросил на поверхность 250 миллионов кубометров лавы и пепла. Это объем, которым можно засыпать небольшой европейский город целиком, от крыш до верхушек телебашен. Площадь острова за время извержения увеличилась на 2,5 квадратных километра. Лава, застывая у берега и уходя в море, буквально создала новую сушу. Хеймаэй стал физически больше, чем был до января 73-го. Ни один другой населенный пункт в современной истории не увеличивал свою площадь таким способом. Но за этой статистикой стояла человеческая цена, которую цифры не отражали полностью. 400 жилых домов уничтожены безвозвратно. Еще несколько сотен получили серьезные повреждения. Семьи, чьи дома исчезли под лавой, потеряли не только имущество, они потеряли места, с которыми были связаны поколениями. Рыбаки, чьи деды строили эти дома своими руками, смотрели на черное поле породы и понимали, что под ним не просто стены и крыши, а вся история их семьи. Один из жителей острова, рыбак по имени Сигурдур, вернулся в мае и обнаружил, что его дом стоит нетронутым. Лава остановилась в 8 метрах от входной двери. Его сосед слева потерял дом полностью, сосед справа тоже. Сигурдур прожил в своем доме еще 30 лет и до конца жизни говорил, что каждое утро смотрел в окно на черную стену застывшей лавы и не мог объяснить, почему именно его дом уцелел. Психологические последствия для общины оказались долгими. Часть жителей, вернувшихся на остров, годами не могла нормально спать. Любой необычный звук ночью вызывал немедленную тревогу. Дети, которых эвакуировали в январе, выросли с острым ощущением непостоянства, что любое место, которое кажется домом, может исчезнуть за одну ночь. Психологи, работавшие с общиной в 70-е годы, фиксировали повышенный уровень тревожных расстройств среди вернувшихся жителей на протяжении почти 10 лет после извержения. Операция по охлаждению лавы обошлась исламскому государству в сумму, эквивалентную нескольким десяткам миллионов долларов по ценам того времени. Это были колоссальные деньги для небольшой страны с населением в 200 тысяч человек. Но экономический расчет был однозначным. Рыболовный порт Хеймаэй ежегодно приносил стране доход, многократно превышавший стоимость всей спасательной операции. Потеря порта означала потерю пятой части национального экспорта на долгие годы. 2 участников операции погибли. Не от лавы, а от отравления вулканическими газами. Их имена занесены в официальные исландские хроники как люди, отдавшие жизни за спасение острова. Десятки получили серьезные ожоги и отравления различной степени тяжести. Медицинская служба острова в период активной фазы операции работала в режиме военного госпиталя. Самым неожиданным итогом всей истории стало то, что операция на Хеймаэй изменила мировую науку. До 1973 года большинство вулканологов считали, что управлять лавовым потоком невозможно в принципе. После Хеймаэй эта аксиома перестала существовать. Метод охлаждения лавы водой был внесен в учебники и стал стандартной темой на кафедрах вулканологии по всему миру. Когда в 1983 году на Гавайях начались новые извержения, американские специалисты первым делом запросили исландский опыт 1973 года. Хеймаэй доказал то, во что до него никто не верил. Люди способны остановить лаву. Сегодня Хеймаэй – самый посещаемый остров Исландии после Рейкьявика. Ежегодно сюда приезжают около 100 тысяч туристов, чтобы подняться на конус Эльтфетля и посмотреть на лавовое поле, которое 50 лет назад чуть не уничтожило город. Местные жители водят экскурсии по улицам, которые обрываются прямо у края застывшей породы. В нескольких местах из-под лавы до сих пор торчат углы домов. Их специально оставили как памятник тому, что здесь произошло. Музей извержения, открытый на острове в 2009 году, построен прямо над одним из засыпанных домов. Посетители спускаются внутрь и видят законсервированные комнаты с мебелью и вещами, которые пепел сохранил почти нетронутыми. Это единственный в мире музей, экспозиция которого не реконструкция, а подлинный дом, остановленный в моменте катастрофы. Рыболовный порт Хеймаэй работает до сих пор и остается крупнейшим рыболовным портом Исландии.
Та самая гавань, которую спасали 6 миллионов кубометров морской воды и несколько месяцев изнурительной работы, ежегодно принимает тысячи судов. Бухта, случайно улучшенная застывшей лавой, защищает рыболовный флот от штормов лучше, чем до извержения. Вулканологи возвращаются на Хей-Мэй регулярно. Эльтфетель до сих пор теплый, да, в нескольких точках на склонах конуса температура грунта на глубине 1 метра превышает 100 градусов. Местные жители несколько лет использовали это тепло для отопления домов, проложив трубы прямо через лавовое поле. Геотермальная система, питаемая остывающим вулканом, работала до начала 90-х годов, пока порода не остыла достаточно, чтобы система стала нерентабельной. Ответ на вопрос, который стоял в январе 73-го, можно ли остановить лаву, оказался утвердительным. Но важнее другое. Исландцы доказали это не с помощью какой-то уникальной технологии или сверхмощного оборудования. Они использовали морскую воду, обычные насосы и стальные трубы. Если вам понравилась эта история о том, как исландцы победили лаву с помощью обычной морской воды, то на нашем сайте waidaori.com есть еще много интересных историй, которые могут вас впечатлить. Загляните по ссылке в описании. Кто знает, может, узнаете, как спасти не только порт, но и свой день. Главным ресурсом операции были не деньги и не техника, а решение остаться и бороться, принятое несколькими сотнями людей в первые часы после начала извержения. Ни один человек из 4200 эвакуированных жителей не погиб во время самой катастрофы. Это результат 3 факторов: случайного стечения обстоятельств. Флот стоял в порту именно в ту ночь. Четкой работы местной полиции и гражданской обороны и исландского характера, который не склонен к панике даже в экстремальных ситуациях. История Хей-Мэй изучается в университетах на курсах по управлению катастрофами, вулканологии и гражданской обороне. Японские, американские и итальянские специалисты по чрезвычайным ситуациям приезжали на остров, чтобы изучить документацию операции. Италия, где вулкан Этна регулярно угрожает населенным пунктам, несколько раз применяла исландский метод охлаждения лавы с разной степенью успеха. Маленький остров в Атлантическом океане с населением меньше 5000 человек в 1973 году сделал то, что до него не делал никто в мире. Он не просто пережил извержение вулкана, а он дал отпор стихии и выиграл. И единственное оружие, которое для этого понадобилось — холодная морская вода и люди, которые не ушли.